Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-расклад. Неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, что нам подскажут две колоды карт. У нас сегодня цыганский пасьянс и колоды Таро. Будем узнавать неожиданности и сюрпризы. И если цыганский пасьянс нам расскажет больше про события, то Таро где-то по нашему восприятию нам тоже даст подсказки. Давайте узнаем. Теоретически же август месяц, первая половина особенно, может быть более такая спокойно благоприятная. Хотя не всегда отнюдь совпадают планетарные гороскопы и прогнозы по Таро, по картам. И поэтому тут нельзя заручиться точным сведениями, что да, это обязательно произойдет. И, кстати, кому интересно, я приглашаю на свой сайт. Там у меня собраны разные статьи и с разными гороскопами планетарными, как на август, так и до конца 2024 года. Ну и есть статьи по психологии. Я оставлю ссылки в описании под видео, поэтому переходите, сверяйте ваши планы с расписаниями звезд. Итак, неожиданности и сюрпризы. Что же думают карты для вашего знака? Я смотрю на совпадение, и вы смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Ох, перемены какие-то на вашей пороге, правда? Буквально на вашем пороге, потому что в самом верхнем ряду нам выпадают часы. Это свидетельство о переменах. Давайте идем дальше. Причем это те перемены, которые добрые. Тут что-то по-доброму для вас может очень знаково измениться, когда вы останетесь довольны. Перемены иногда приходят к нам неожиданно, мы даже этого и не хотим. И так бывает, нам хочется удержать то, что мы имеем, и где-то не заморачиваться. Но, видимо, у высших сил свои планы на нас. Поэтому быть каким-то событием готовым определенно стоит. Причем те перемены у кого-то личной жизни может касаться. Или партнерских отношений. Потому что выпадает узел. Это как раз прочный союз. Вот к прочному союзу какому-то перемены. Судьбоносные перемены. Крест. Всегда судьбоносность показывает. Какие-то важные решения вы будете принимать. Ух ты! У кого-то и свадьба, или помолвка, или решение о том, что мы теперь будем проживать вместе. Посмотрите, в цыганском пасьянсе две карты, точнее два значения прорисованы, которые говорят именно о союзе, о прочном. Если узел, прочная связь, союз, то как раз еще добавляет кольцо. И у кого-то кольцо именно с крестом будет означать свадьба. Или помолвка, или окончательное решение жить вместе. Вот такое что-то более чем. У кого-то это может быть и знакомство, или то знакомство, флирт выпадает, это кот, когда сходится. Или радость, или, ну, такое игривое настроение, будем говорить. Но, правда, тут по личной жизни у вас что-то может и измениться. Причем, смотрите, вас будут посещать сомнения. А верю, а не верю, а стоит доверять, а не стоит. Когда череп выпадает, это всегда какой-то внутренний раздрай. Поэтому сбалансируйте свои эмоции. Тут как раз нам говорят о чем-то добром. Посмотрите, лебедь. Это верность, это любовь. Тут нет других значений. Тут без может быть и если. Поэтому поменяем обратно на прочный союз, прочную связь. Какая-то личная история у вас может решаться в августе, мои дорогие. Может быть, вам сделают предложение, правда? Может быть, вы сделаете предложение. Я понимаю, это не для всех. У кого-то это может быть
знаете, как партнерские отношения по бизнесу, такое тоже может быть. Почему нет? Или это ваше окружение, и там какие-то тоже очень добрые известия или какое-то дело, которое вы можете при поддержке кого-либо из ваших близких, может быть, и друзей, осуществить. Определенно у вас что-то получается в августе, и это добавляет хорошего настроения. Или вы можете убедиться в том, что человек с вами искренен и честен, даже если пусть это касается любых партнерских отношений. Само по себе благополучие, мои дорогие, правда? Что-то доброе, хорошее, радостное. Так или иначе, перемены, которые к радости, к счастью, к любви, к искренности, к верности, к тому, когда... И вы, кстати, можете, правда, сомневаться. Вот я не увидела здесь... Смотрите, сначала выпал череп. Это внутренние сомнения. И еще раз, как будто тревога, сомнения, выпадают внизу мечи. Рядом у нас, вот конкретно. Посмотрите, карты говорят, да все у тебя хорошо, прочный союз. Но нет, надо сомневаться, да? Идем дальше. Любовь, верность. Но нет. Какой-то червь внутренних сомнений может вас вот буквально подтачивать. Поэтому не мешайте самим себе. И как-то суметь увидеть, что же есть в реальности, потому что реальность, она другая. Доверяйте себе, кстати, мои дорогие. И доверять себе это не значит до бесконечности сомневаться, а проанализировать, что же на самом деле присутствует. Присутствует в ваших отношениях. Или пусть это будут партнерские отношения по делам, или, может быть, с руководителем, с коллегами. Ну вот увидеть какую-то данность, без иллюзий. Как не впадая в какую-то апатию, так и не одевая розовые очки. Это самая твердая, прочная позиция. Ладно, идем дальше. Неожиданности и сюрпризы на картах Таро. Неожиданности. И говоря это слово, я имею в виду неожиданности, возможно, что-то со знаком минус или действительно внезапности, которые нас могут застать врасплох. Будьте внимательны с деньгами. Вот, наверное, так. Конечно, у кого-то просто нет этих неожиданностей со знаком минус, а как раз неожиданное получение денег или помощи, или подарки, какие-то сюрпризы. Но мы ведь все разные, и эта карта, она подразумевает, что рука, помни, как будто говорит, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И не случайно. Руки тянутся к пентаклям. Поэтому, если просят, одолжи мне денег, не давайте. Вот есть такое значение. По этой карте это может быть кто угодно. Но есть такой момент, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, что у вас деньги должны быть всегда. Может быть, это как неожиданность, когда вы прежде одолжили деньги и вам в назначенный срок не возвращают. Такое я могу предположить. Поэтому в целом, все, что касается денег, будьте несколько более прозорливые и внимательные. Хотя для кого-то из вас это может быть какой-то вопрос по части недвижимости или имущества движимого, когда вы, может быть, кто-то автомобиль купить, продать хочет. Ну, значит, все равно как-то себя подстраховывайте, мои дорогие. Есть какие-то вопросы по финансам, и вам там нужно быть большим прагматиком и себя как будто предвидеть на пару шагов вперед, чтобы себя не обесточить. Правда, будьте аккуратны. Неожиданности для представителей знака зодиака Рак на август месяц. Если вы ожидали крупную сумму денег, вы ее получите. Может быть, эти деньги задерживались очень долго, где-то там что-то не стыковалось, или в электронных системах расчета, или банк, там какие-то переводы сложные, тоже что-то не проходило. И это прошел уже конкретный период, значит, вы эти деньги получаете. Или, может быть, как сумма была заблокирована у кого-то тоже. Вот, кстати. Но, значит, все равно вы получите. Вот это произойдет. И буквально это может быть в течение августа. Сначала застопорилось, а потом все-таки как
зеленый свет, вы это получаете. Но помимо всего прочего, это еще какая-то трансформация и по части финансов. Все то, что я сказала по шестерке Пентаклей, чтобы себя не обесточить, это будет для вас архиважно на период августа. Ну, вы вообще люди аккуратные в плане денег. Но здесь как будто может быть другая стратегия. Другая форма взаиморасчетов. Или по-другому будут приходить деньги. Или для кого-то это будет связано с тем, что законы меняются, и вам тут придется что-то реорганизовывать. У кого-то изменения, вот даже если вы работаете в определенной организации, там в организации руководитель, к примеру, поменялся, и какие-то новые правила по части заработных плат. Поэтому не будет как прежде. Вот, наверное, у каждого по-своему эти перемены, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны. Вы не можете, понимаете, быть, ну, в каком-то расслабленном состоянии или думать, что кто-то за вас решит вопрос. За вас решат, но вам это может не понравиться. Поэтому, когда выпадает всегда 13-й аркан, я говорю искусство мелких шагов. И если, к примеру, действительно какая-то концепция выплаты заработных плат в вашей организации меняется по тем или иным причинам, то, может быть, есть смысл продумать дополнительные источники дохода или как возможные какие-то заработки. Я понимаю, это не для всех, но как будто с учетом перемен, да и по сути дела 13-й аркан, это тоже перемены, но нам говорят искусство мелких шагов. Поэтому постепенно, планомерно, может быть, вы будете менять какую-то концепцию заработка или откуда к вам приходят деньги, или изучать конкретно вторичный какой-то доход или дополнительный доход, потому что сейчас вас какая-то история не устраивает. А у кого-то как раз устраивает, потому что и деньги приходят, и деньги в рост идут. Здесь не будет для всех одинакового знаменателя, мои дорогие, это правда. Давайте мы, чтобы подведем итог, к чему вот эти все перемены, неожиданности. Шестерка Пентаклей, ведь одна из лучших карт в колоде на деньги на работу. Но у вас в неожиданностях. Ну и правда, иногда возможности приходят через кризис к нам. Так вот, к чему это все идет? Но у кого-то может быть, кстати, помощь человека, если вам нужно закрыть как какую-то проплату или выплату. И у вас на какой-то период времени нет денег. Вы найдете, будет тот человек, который вас выручит, придет вам на помощь. Но двойка кубков – это могут быть еще какие-то и отношения, и те вопросы, которые вы решаете со своим близким человеком или в вашей семье. И они будут касаться тоже финансов. Видимо, какую-то стратегию, тактику вы точно в вашей паре будете менять. Или когда вы хотите что-то осуществить вдвоем. Потому что ведь эта карта, двойка кубков, двое понимают друг друга без слов. Они на одной волне. Они смотрят в одном направлении. Поэтому эти перемены, как по финансам, может быть даже у кого-то как совместный бизнес. Ваш семейный бизнес. И здесь тоже какая-то трансформация, перемены. Может быть, это не инициировали вы, а обстановка к этому, ну, либо располагает что-то сделать вовремя, либо вынуждает, и такое я тоже могу предположить. Но вообще любовь, согласие, тут действительно вот этот лебедь, не переживайте. Даже если тут какие-то у вас, ну, сложные сомнения, то верность, любовь, она присутствует. Посмотрите, нам подтверждают и в картах Таро то же самое. Сюрпризы тогда давайте посмотрим для вас, мои дорогие. Август месяц. Что же в сюрпризах? Со знаком плюс. Ух ты, путешествие. Может быть, вы куда-то поедете. Поедете вместе отдыхать. Или для вас, правда, новая концепция работы, вашей популярности, мои дорогие. Когда вы можете монетизировать хобби, стать как раз популярным, заработать деньги. Ну, про себе самому или самой проложить новый фарватер для заработка. Такое тоже может быть. И именно может быть посредством новых технологий или где-то интернет. Все же мир – это у нас пространство, вселенная, эфир и интернет в том числе. Вот иногда эта карта об этом говорит. Карта, самое главное, говорит, нет ничего невозможного. Для тех, кто
Ну, была какая-то такая история, когда вы поссорились. Вы можете помириться, но вообще что-то доброе, хорошее, светлое стремится в вашу жизнь. Тут действительно вы в августе останетесь довольны. Как минимум одним вопросом или решением какого-то дела. Или это по части отношений, или какие-то очень важные вехи. Все зависит от того, какие цели вы перед собой ставите и что происходит в жизни сейчас. Но быть счастливым в августе есть все предпосылки. Давайте спросим еще. Сюрпризы. Ну, знаете, не слушайте посторонних. Пятерка жезлов – это всегда много информации, когда вам пытаются дать советы. И вот в сюрпризах могут быть всякие советы. И, может быть, даже те, которые выглядят заманчиво. Но как минимум делите на двое. Переложите на реальность нашей жизни, на злобу дня. И вы увидите, насколько жизнеспособно то или иное предложение или чье-то мнение. Потому что по пятерке жезлов эта карта, я ее называю информационного хаоса. И чаще кто этот хаос приносит? Люди. Причем разные окружения. Бывают и близкие люди, бывают и друзья, подруги. Вот вы должны что-то делать так, как вы считаете нужным, чтобы вас кто-то не сбивал ни с ваших настроек, ни с вашего счастья. Будьте внимательны. Сюрпризы. Тут может что-то выглядеть как сюрприз, а по факту никакой не будет сюрприз. Поэтому будьте реалистами. Именно в сюрпризах вам выпадает рыцарь мечей. И вы можете отправиться в инстанции, оформлять какие-то документы именно де юре. Или подписывать соглашения, договоры, контракты. И по этой карте мы не должны ошибиться. Вот здесь придется вам все выверять. У вас есть возможности. Вот эта карта, она сразу нам мир обрисовала в целом, что да, вот есть какая-то очень положительная энергетика в течение августа, и это ведь старший аркан, когда вы что-то очень принципиально важное для себя можете не просто улучшить, а вот изменить как-то кардинально. Но при этом вам нужно быть буквально на своей волне. Как и не слушать советы посторонних, так и перепроверять какую-то информацию дважды, потому что по рыцарю мечей это то, вот как бы со знаком плюс, правда и ничего, кроме правды. И то, что где-то, куда мы ставим печати, если есть таковые ваши личные, или куда, где вы подписываете, ставите свои подписи, или оформляете документы, перепроверяйте все. Если вы не знаете, как работает в отношении вас закон, значит, вам придется, может быть, узнать, каким образом обойти или какие-то подзаконные акты. Может быть, иногда по рыцарю мечей и придется отправиться в налоговые органы. Вот такое может быть. Или эта карта может говорить, свидетельствовать и о людях в погонах. Ну, это может быть буквально, если вы превысите скорость. Поэтому карта очень благополучная сама по себе. Но есть то, что когда вам нужно себя беречь, безусловно, держать руку на пульсе и где-то быть на своей волне. Давайте я достану карту совет. Вот ваше решение, кстати, получение денег может говорить или как новый способ заработка у кого-то так, или какие-то новые возможности, или какое-то ваше решение. Скорее всего, вы будете принимать, причем это судьбоносное решение. Ну, где-то об этом нам уже и сказали. И крест выпал, да и перемены у вас выпали в самом начале. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Да, интересный август месяц. Но все идет к любви, к верности и к исполнению желаний. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.